Генерал-полковника Виктора Семеновича Абакумова, министра госбезопасности СССР с 1946 по 1951 год, руководителя легендарного СМЕРШ, одни считают чудовищем и палачом, который безжалостно уничтожал всех неугодных для советской власти. Другие же считают его едва ли не спасителем Отечества. Этого человека в равной степени можно назвать и палачом, и жертвой. Виктор Абакумов родился 11 апреля 1908 года в семье чернорабочего и прачки. Детство и юность будущего руководителя СМЕРШ прошли в Москве. Родители мальчика были людьми необразованными, как и многие городские бедняки. Отец зарабатывал на жизнь уборкой больничных помещений, а после устроился истопником. Мать до революции трудилась в швейной мастерской, а после смены власти устроилась прачкой в медучреждение. В семье, кроме Виктора, было еще 4 детей. Понятно, что детство будущего наркома было безрадостным. Выдвигая свою кандидатуру в Верховный Совет СССР, в графе об образовании Абакумов указал 4 года городского училища, но по некоторым свидетельствам эту цифру кандидат завысил на год. В гражданскую он ушел служить в Красную армию в возрасте 13 лет. После войны перебивался случайными заработками, а в 1925 году поступил на место упаковщика в Московский союз промысловой кооперации. В 1927 году Виктор вступил в комсомол, и вот тут начался его стремительный взлет. Сначала он рос по комсомольской линии, а в 1932 году активного юношу заметили и привлекли к работе в органах госбезопасности. Сначала практикантом в экономическом отделе Объединенного государственного политического управления, сокращенно ОГПУ. В 1936 году Абакумов уже лейтенант, а в 1939 руководитель управления НКВД по Ростовской области. Нельзя сказать, что Абакумов в эти годы отличался какими-то особыми талантами в оперативной работе. Товарищи называли его фокстротчиком за пристрастие к развлечениям и женскому полу. Начальство иной раз обнаруживало его на конспиративной квартире со смазливыми барышнями, которых Абакумов выдавал за своих информаторов. Однако и пьянки, и девицы, и другие грешки вплоть до политической безграмотности, за которую его строго песочили в 1933 году, все сходило Абакумову с рук. Говорили о каких-то покровителях где-то там на самом верху. Но, возможно, все проще. В период большого террора органы нуждались в не слишком рефлексирующих, готовых без жалости и сантиментах выполнить любой приказ сотрудниках, таких как Абакумов. Он отлично умел выбивать показания из самых строптивых подследственных. Заместителем наркома внутренних дел Абакумов был назначен в феврале 1941 года. В ту пору ему исполнилось всего 33 года. Абакумову подчинялись Главное управление милиции, Главное управление пожарной охраны и особые отделы в армии и на флоте. И еще Виктор Семенович руководил депортацией в Эстонии. Под его непосредственным руководством в этой новой республике СССР было репрессировано более 9 тысяч человек. В июне 1941 года, всего через 3 часа после начала войны, Абакумов принимает участие в разработке плана агентурно-оперативных мероприятий по обеспечению государственной безопасности Москвы и Московской области. С первых дней войны Абакумов занимается организацией агентурной работы в частях Красной армии среди гражданского населения, а также борьбой с дезертирством и работой на территории противника. Занимается успешно, поскольку уже в июле ему присваивают звание комиссара госбезопасности 3-го ранга, а затем назначают начальником управления особых отделов, сокращенно УОО. Можно как угодно оценивать эту жутковатую структуру, но стоит вспомнить, что трагическое лето 1941 года ознаменовалось массовым дезертирством и паникой в рядах многих частей Красной армии. И если бы не деятельность УОО, действительно железной рукой наводившего порядок на фронте, неизвестно, чем бы вообще закончилась война.
В апреле 1943 года Абакумов делает доклад Сталину о необходимости создания органа военной контрразведки ГУКР СМЕРШ, Народного комиссариата обороны СССР. Сталин принимает положительное решение и назначает главой вновь созданной на базе УОО структуры Абакумова. СМЕРШ, как известно, означает «смерть шпионам». Успехи СМЕРШ в годы войны несомненны. Благодаря деятельности советских контрразведчиков многие планы немцев становились известны нашему командованию задолго до начала их реализации. СМЕРШевцы вели хитроумные радиоигры с противником, дезинформируя гитлеровских генералов. В прифронтовой зоне в 1943 году удавалось отловить до 60% вражеских агентов, а ближе к концу войны это число возросло до 80%. Безо всякого сомнения, эта кропотливая и незаметная работа во многом приблизила победу. В 1946 году Абакумов был назначен министром госбезопасности. С этого момента начинается его неуклонное движение вниз. В качестве неразмышляющего исполнителя чужой воли и в качестве бравого руководителя контрразведки на фронте Абакумов был хорош. Но в коридорах власти, в окружении политиков и интриганов, он начал совершать одну ошибку за другой. Абакумов активно участвовал в борьбе с националистическими бандами на Украине и в Прибалтике, не жалея при этом и мирного населения. Занимался депортацией народов, не остался в стороне и от ленинградского дела. При этом он ухитрился нажить себе врагов среди коллег и подчиненных, и, что самое страшное, каким-то образом вызвал недовольство Сталина. Летом 1951 года следователь по особо важным делам Михаил Рюмин написал на Абакумова донос. Как раз тогда Израиль, созданный при непосредственном участии СССР, отказался идти по социалистическому пути. В результате на смену троцкистам, которые были главным пугалом до войны, пришли сионисты, объявленные главными внешними и внутренними врагами СССР. Именно на этой теме сыграл Рюмин, обвинив Абакумова в попытке сокрыть информацию о сионистском заговоре среди ленинградских врачей. Оказавшись в тюрьме, Абакумов испытал все прелести им же самим не раз применявшихся методов ведения следствия. Его держали в кандалах, избивали, морили голодом и жаждой, держали в холодной камере и не давали спать. Цель истязаний была одна – выбить из последственного признания в участии в сионистском заговоре, работе на израильскую и американскую разведки. Абакумов был физически крепким человеком. Кроме того, он прекрасно знал, что без его признательных показаний это дело развалится. Именно на выбивании признания любой ценой и держалась репрессивная машина. Поэтому Абакумов держался, стойко вынося пытки и издевательства. Это продолжалось целый год. Признательных показаний от Абакумова так и не добились, а вскоре умер Сталин. Через несколько месяцев был арестован и покровитель Абакумова Лаврентий Берия. Маховик расправ пошел в другую сторону. Теперь новые власти занимались уничтожением тех, кто преданно служил прежним хозяевам. 19 декабря 1954 года в возрасте 46 лет разжалованный министр госбезопасности послевоенного периода и начальник СМЕРШ во время Великой Отечественной войны за фальсификации в ленинградском деле против честных коммунистов Виктор Семенович Абакумов был расстрелян. Местом казни всемогущего чекиста стал расстрельный полигон неподалеку от Ленинграда, известный как Левашовская пустошь. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных фильмах на канале «Однажды на Земле». До новых встреч!